Здравствуйте, зрители моего канала! 22 ноября 2024 года известной американской актрисе Скарлетт Йоханссон исполняется 40 лет. У меня в коллекции есть некоторое количество фильмов с ее участием, и в сегодняшнем видео я хочу вам их все показать. И начать я хочу с фильма Кристофера Нолана «Престиж». Известная картина по роману Кристофера Приста, в которой помимо Скарлетт Йоханссон также снялись Хью Джекман, Кристиан Бейл и Майкл Кейн. Такое вот издание в формате Blu-ray есть у меня данного фильма. Далее. Историческое кино со Скарлетт Йоханссон. Еще одна из рода Болейн. Вместе с Йоханссон здесь снялись актриса Натали Портман и актер Эрик Бана. Здесь мы их видим на обложке данного издания. Еще одна из рода Болейн. Далее байопик с участием Скарлетт Йоханссон, который рассказывает про известного режиссера, а именно Альфреда Хичкока. И здесь у нас снялась Скарлетт Йоханссон. В качестве одной из актрис. Также помимо Скарлетт Йоханссон в данной картине в главной роли, конечно же, здесь Энтони Хопкинс, Хелен Миррен, а также снялись Тони Коллетт, Дэнни Хьюстон, Джессика Билл и Джеймс Д. Арси. Картина Хичкок. Идем далее. И следующая картина — это фильм Кэмерона Кроу, который основан на реальных событиях. Это картина «Мы купили зоопарк». В главной роли здесь Мэтт Дэймон, а в качестве одной из ролей здесь у нас снялась актриса Скарлетт Йоханссон. «Мы купили зоопарк». Данный фильм, как я и сказал, основан на реальных событиях, именно про семью, реальную семью Ми. «Мы купили зоопарк». Идем далее. Следующая картина — это фильм Люка Бессона, в котором у нас снялась Скарлетт Йоханссон. Это картина «Люси». Также здесь помимо Скарлетт Йоханссон снялся у нас известный актер Морган Фриман. Здесь она начинает становиться слишком умной из-за определенных событий. Фильм Люка Бессона с участием Скарлетт Йоханссон «Люси». Далее фильм братьев Коэн, в котором у нас снялась Скарлетт Йоханссон. Это картина «Да здравствует Цезарь». Видим здесь Скарлетт Йоханссон. Есть у нас хороший актерский состав данной картины, а именно Джош Бролин, Джордж Клуни, Олден Эренрайк, Рэй Файнс, Джона Хилл, Фрэнсис Макдорманд, Тильда Свинтон и Ченнинг Татум. Картина «Да здравствует Цезарь». В качестве одной из небольших ролей здесь у нас появилась Скарлетт Йоханссон. «Да здравствует Цезарь». Далее картина с участием Скарлетт Йоханссон в главной роли. Это фильм «Призрак в доспехах». Это адаптация известной манги, которую также адаптировали в виде аниме. А это адаптация в виде фильма с живыми актерами. Здесь у нас карточки. Еще карточки. И 2 диска.
диск с дополнительными материалами и диск с самим фильмом «Призрак в доспехах». И сами карточки к данной картине. И, конечно же, на одной из карточек у нас будет актриса, исполнительница главной роли Скарлетт Йоханссон. Фильм «Призрак в доспехах». Далее будут 4 DVD. И первое DVD — это картина, в котором появилась Скарлетт Йоханссон. Это фильм «Вики Кристина Барселона», который у меня представлен в таком вот сборнике. Вот, «Вики Кристина Барселона». Видим здесь актрису Скарлетт Йоханссон на данной фотографии. Это фильм режиссера Вуди Аллена, известного режиссера. Это все входит в такой вот сборник с другим европейским кино. А как я уже сказал, Скарлетт Йоханссон из данного сборника снялась в фильме «Вики Кристина Барселона». Далее, самый ранний фильм, который у меня есть с данной актрисой, это «Трудности перевода», фильм с Софией Копполы. Вместе со Йоханссон здесь актер Билл Мюррей. Они прибывают в Токио, и там все события происходят. Картина «Трудности перевода». София Коппола, режиссер данной картины, за данный фильм получила Оскар за лучший оригинальный сценарий. «Трудности перевода». Далее фильм режиссера Джонатана Глейзера «Побудь в моей шкуре», также на DVD. Такое вот простое издание с накаткой, повторяющей обложку. Здесь у Скарлетт Йоханссон получилась достаточно интересная, необычная роль. «Побудь в моей шкуре». Наконец, последнее DVD издание. Это картина от режиссера известного Джона Фавро, которую он снял в перерыве между работой на Дисней. Это картина «Повар на колесах». Помимо Джона Фавро в главной роли и Скарлетт Йоханссон, здесь также снялись актеры Дастин Хоффман, София Вергара и Роберт Дауни-младший. Фильм «Повар на колесах». Далее будут 3 картины, в которых Скарлетт Йоханссон озвучивала персонажа в оригинале. Первое — это от Дисней «Книга джунглей». Видим здесь среди фамилий Скарлетт Йоханссон. Это у нас экранизация с живым актером известного мультфильма диснеевского. И такой вот внутренний арт у данного издания. Фильм «Книга джунглей». Далее. Следующая картина у меня представлена в таком вот сборнике. Это у нас «Зверопой». Здесь у нас Скарлетт Йоханссон озвучила Дикобразиху, которая здесь у нас есть на снимке. Такое вот издание. И здесь видим на этом вот снимке ее персонаж и саму актрису Скарлетт Йоханссон. И как данный персонаж ее выглядит в данном анимационном фильме «Зверопой». И здесь видим сам диск. Это уже к другому фильму относится. Картина «Зверопой».
Далее. Следующая картина это фильм режиссера Уэса Андерсона «Остров собак». Здесь также Скарлетт Йоханссон озвучила одного из персонажей данной картины. Одну из собак. Такое вот издание. Здесь двухсторонние карточки. С одной стороны такие вот изображения. А с другой стороны уже другие изображения. С персонажами, в первую очередь с собаками из данной картины. Фильм Уэса Андерсона, в котором в оригинале Скарлетт Йоханссон озвучила одного из персонажей «Остров собак». И, наконец, последнее, чем прежде всего известно Скарлетт Йоханссон, это фильмы из киновселенной Марвел, в которых Скарлетт Йоханссон сыграла персонажа Черную вдову, или по-другому Наташу Романов. И у меня в коллекции есть 8 из 9 фильмов киновселенной, в которых она принимала участие. Это прежде всего у нас фильмы про Мстителей. 4 фильма про Мстителей, в которых она во всех 4 принимала участие. Это у нас, во-первых, первые Мстители, которые представлены у меня в 3D издании и в слипе. Здесь присутствует внутренний арт с персонажами данной картины. Далее. Вторая часть. Вторые Мстители. Это Мстители Эра Альтрона. Здесь также появилась Скарлетт Йоханссон. Такой внутренний арт с Халкбастером. Далее. Конечно же, это Мстители Война Бесконечности. Здесь видим ее в центре. Скарлетт Йоханссон в роли Черной вдовы. Наконец, заключительное в рамках хронологии данного персонажа это фильм «Мстители. Финал». Представлен у меня в таком вот иностранном издании без русского языка. Здесь ее заключительная по хронологии роль данного персонажа, как я сказал ранее. Два диска. На одном диске фильм, а на другом дополнительные материалы. Мстители. Финал. И также у меня есть 4 других фильма. В фильме «Капитан Марвел» у персонажа Черной вдовы была небольшая роль камео. То есть это там совсем немного появлялось в данной картине Скарлетт Йоханссон. А вот в остальных 3 уже ее роль была больше. И первый из них это вторая часть Железного Человека. Железный Человек 2. Двухдисковое издание. На первом диске фильм, на втором дополнительные материалы. Далее. Следующая картина, где
появлялась Скарлетт Йоханссон в роли Черной вдовы. Это у нас «Первый мститель. Другая война». Здесь она присутствует на обложке данного издания. И, наконец, последний фильм в сегодняшнем видео, который я хочу вам показать. Это «Первый мститель. Противостояние», или другое название «Капитан Америка. Гражданская война». Такое вот скандинавское издание, также без русского языка. И здесь среди указанных имен актеров, имен и фамилий актеров, которые принимают участие, также присутствует Скарлетт Йоханссон. Также у нее здесь есть роль в данной картине. И это было последнее кино со Скарлетт Йоханссон, которое я хотел вам показать. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео. А на этом все. Пока.